Здравствуйте, друзья! Если у вас нет покупного наждака, то можно собрать самостоятельно из электродвигателя. То есть берете электродвигатель, можно новый, можно БУ. Токарь вытачивает насадочку вот такую, ставится насадка на вал. То есть конденсаторы, это вот у меня, можно через конденсаторы, можно на 220 движок. В общем, все собирается, и вот получается электродвигатель. Вот этот у меня электродвигатель на 3000 оборотов. 120 ватт он. Мне хватает, в принципе. Вот он у меня, значит, запускается. Сейчас работает конденсатор. Выключаю конденсатор. Конденсатор мне нужен для запуска или для увеличения мощности электродвигателя. И вот сейчас рассмотрим. Вот у меня всевозможные камни на наждак и насадки. Берем обычный зеленый камень. То есть вот он крупнозернистый. Что на нем можно делать? То есть одеваем сюда, на вал, на нашу насадочку. Все одевается. Вытачивается вот еще такая оправочка. То есть, чтобы поджать камень. Вот камень именно для победита. Вот они, буры победитовыми напайками. То есть на обычном, допустим, белом камне. Вот как вот он у меня. Заточной белый. Для ножиков, для топоров, для инструментов всевозможного. То есть он не пойдет, он будет сыпаться. Просто победит его будет резать. Камень просто будет убывать, просто сыпаться и ничего не будет. То есть черновые грубые работы вы сделали на нем, допустим, подточили сверло. Одеваете вот помельче, у меня даже есть зеленый. То есть уже на нем можно доводить, уже можно подшлифовать уже на таком камне. И можно на алмазе. То есть как уже получается полировочка. То есть убираем их в сторону. То есть осталось вам немножко, допустим, доработать какие-то такие, как я уже сказал, доводку. То вот на алмазике. Потому что иначе, если делать черновую работу на алмазе, много надо сточить победита, то вы его просто сожгете. То есть убираем в сторону это. Дальше идем. Вот камешки у меня мелкое зерно. Это специальное для заточки. Для заточки инструментов всевозможного. То есть ножики вот точите на мелком. Но если опять же не сильно затуплен. Если сильно затуплен, можно взять зерно. Вот он белый камень у меня побольше. То есть это вот 40-е зерно. А вот это у меня 25-е. То есть грубые работы. Топор он вот с такими вот зазубринами. Или ножик просто там такие выбоины на лезвии. То это уже на грубом камне, а потом уже можно вот на меленьком доработать его. То есть режущую кромку привести уже в острое состояние. Можно и на грубом камне заточить, но будут бороздки сильные. Вот тоже мелкий камень. Одеваете. То есть можно вот точить. Но опять же, это когда немножко заточить нужно. Стамесочку тоже можно вот таким вот образом заточить на этих камнях. То есть убираем в сторону. Также есть вулканитовый камень. То есть вулканитовый круг, это не камень. То есть он гибкий, вот видите, он гнется. То есть здесь вот вкрапление таких вот алмазных зерен в резину. Одеваете его. И то есть можно на нем уже полировать, либо затачивать. Опять же, если не сильно затупление, поправить. То есть режущую кромку привести в порядок. Опять же, тут всевозможные маркировки. То есть крупное зерно, мелкое зерно. То есть вот тут надпись вот у меня вот неразборчиво. А вот 14А, 20. Вот не вижу, что. Вот это мелкий вулканит для доводки. Когда уже вам что-то надо полирнуть, убрать риски всевозможные. То есть войлочный круг. Одевается войлок. Наносится
У меня тут в размер точно, чтобы не болталось, поэтому одеть не могу, он оденется. Вот войлок. Наносите пасту Гои, полируете. Но уже когда полируете, то есть, допустим, вот режущая кромка, то есть ни в коем случае, вот у меня вот сюда вот он вращается на меня, то есть вращается влево получается. Если лицом ко мне камень повернуть, будет влево. То есть ни в коем случае вот так держать нельзя. Вот даже видите, вылетело. То есть вот таким вот образом. Иначе инструмент вылететь может из рук. Часть камня, то есть его прям вырвет, потому что он мягкий. То есть только вот так режущий инструмент держать. То есть что ножи, вот так вот. Вот так вот. Ни в коем случае не вот так. И вот еще про вулканит. Он тоже очень мягкий. Одеваем его. То же самое. Ни в коем случае он на меня вращается, камень. Ни в коем случае вот так вот нельзя делать. Ну, это я просто на маленьких оборотах. Только вот так. Вот. Вот он вращается. Потому что также резина, она заломит режущую кромку, ножик вылетит, часть камня вылетит и может в вас, и может очень травмоопасная, в общем, эта штука будет. Только вот так режущую кромку. По ходу движения камня. Также и стамеску. То есть вот будете полировать вот таким образом. То есть вот она, режущая кромка идет по кругу, не против. То есть вот так нельзя категорически. Вот такой широкий камень. 25 миллиметров. То есть вот видите, он даже часть камня на оправку не попадает. То есть она торчит просто. То есть я его спокойно здесь, конечно, затяну. То есть мне вот моей шайбы хватит, чтобы затянуть его. Вот я его затягиваю, потом, естественно, ключом. Все нормально, он никуда не денется. Он будет прочно сидеть в своем посадочном месте. Это вот посадка у меня 32. Ну, то есть чуть меньше, там буквально там на несколько соток. Меньше, чем 32. Вот здесь 32 точно. То есть вот. Должно быть точно, чтобы биения никакого не было. Одеваете тонкий камешек. Что вот в этом случае делать? Вот специальную оправочку мне сделали. То есть я заказывал, мне вот сделали. Раз. Шайбу. Гровер. Чтобы не раскрутилось. То есть вот. Затянул. Да сейчас и включим. Камень надо. Не, в общем, это он получается эллипсоидный. То есть он неровность. Поэтому станок у меня начинает, то есть в разные стороны гулять. То есть вот смотрите, видите? Камень немножко, вот у меня есть специальная, сейчас покажу, разбалансирован. То есть он получается неровный. То есть он эллипсит. Вот у меня есть алмазная шарошечка. Если ей вот его придать ровную форму, все будет нормально. Никуда он не денется. Ну, такой камень. То есть ему нужно сделать балансировку. Придать ему круглую форму. А сейчас он не круглый. Но пыли, естественно, будет. Можно даже пылесос в одной руке держать, а в другой, допустим, вот шарошкой алмазной. Его, то есть, придавать ему форму. Можно даже пылесос, потому что пыли будет ужасно сколько много. Такой камень, конечно, категорически ставить нельзя. Нужно его на небольших, ну, можно и на больших, конечно, оборотах, но желательно на малых оборотах его просто алмазной шарошкой доработать, чтобы он принял круглую форму. Вот у меня вот такой вот еще заточной есть, тоже одеваю, то же самое. Вот поджимаю,
Тут все работает. Ну и давайте что-нибудь заточим на нем. Ну вот, например, ножик. Посмотрим, как все будет работать. Вот ножик. Вот сейчас уже он вращается, вот смотрите. Станок можно тоже закрепить. То есть вот он ножик. То есть вот сейчас он вращается на меня. Точить я буду вот таким вот образом. Вот ножик, тут даже где-то надпись есть. А вот сталь марка 65Х13. Это вот обвалочный ножик. Ну, давайте заточим, посмотрим, как вот работает вот это мелкое зерно 25-е. То есть вот держим небольшой уголок. Станочек наш немножко гуляет. Все работает. Ну вот режущая кромка, пожалуйста. Все точит. Камень вот мелкий, поэтому снимает он немного, но затачивает без таких рисочек очень больших. Потому что заточка получается такая гладенькая. Можно также стамеску, то есть вот таким же образом. То есть в уголок попадаем. Вот. Немножко. Ну вот, ну немножко не попал, но ничего, но она заточилась тоже. Это вот специально станочек вот такой делал для мелких работ. Даже можно два наждачка иметь. Один для более таких вот больших деталей, а другой помельче, допустим, для винтиков, там для шурупиков какой-нибудь совсем маленький. На большом, конечно, если там вот такой камень стоит, 250, вы будете работать там с каким-нибудь маленьким винтиком, или что, его вырвет, и просто будет травма. А вот с этим вполне нормально для мелких работ. Вот оденем зеленый камешек. Вот видите, сейчас оправка торчит. Вот сейчас я ее не затяну. Вот короткий болт у меня. Сейчас все заработает. В смысле вкрутится. Вот смотрите, я вам просто покажу. Все, я до конца уже дошел. То есть вот я его вкрутил, да. Затянул. А камень, видите, не затянулся. То есть я держу вал, камень вращается. То есть вот это тоже уже будет большая. Это вот специальные у меня есть тоже подкладки. Такая вот шайба. Если я ее вот сюда одену, вот видите, она встала. А вот сейчас все затянется. То есть вот видите, все он затянут. Вот победитовое сверло. Вот, пожалуйста. Вот. Видите, берет спокойно, победит. Сверло уже острое, поэтому сильно точить его не буду. Вот, пожалуйста. Камешек работает.
Ну, то есть вот все нормально, видите, блестит кромка. Он берет нормально. Опять же скажу про технику безопасности. Нужен кожух обязательно. Но я вот работы выполняю, я то, бывает, мне надо вот здесь сверху камня, сбоку, то есть мне во все эти лезть. Поэтому желательно, обязательно надо одевать маску, либо также очки одевать, маску. То есть нужно обязательно, если камень открытый, обязательно нужна маска. Потому что это очень травмоопасно. Предупреждаю. Значит, сейчас мы протестируем наш алмазный камешек. Вот смотрите, поставили мы алмаз, включаем. Алмазу все равно, что точить. Хоть стекло, хоть керамику, хоть победит. Вот победитовое сверло. Ну просто покажу. Вот оно, допустим. Вот кромочка, видите? Ну вот, он уже, видите, взялся. Ну вот она, кромочка берется, просто посильнее надавить. Вот смотрите дальше. Можно, конечно, и топор точить, но сожгете алмаз. Это ни в коем случае нельзя так делать. Вот керамическая плитка. Алмазу тоже все равно. Вот, смотрите. Вот кромочку сейчас уберем вот эту. Ну, это я просто немножко прикоснусь, покажу. Вот. Конечно, она уберется. Потому что она очень прочная. Ну, алмаз и стекло, и керамику, хоть что, любой материал. Но опять же, как я говорил, только доводочку желательно. Только вот доводный, как сказать, немножко вот что-нибудь подточить. Шлифовать на нем лучше не надо. И какие-нибудь грубые шлифовки тоже проводить. Убираем мы алмаз в сторону. Сейчас поставим мы. Вот еще снять. Посадка плотная, он понемножку снимается. Допустим, для грубых работ 40-е зерно. Одеваем. Вот, берем топор. То есть он, смотрите, он весь ржавый, в зазубринах. Вот на ней можно точить. Сонок маленько гуляет, я вот придерживаю. Ну, потому что камешки на нем маленькие, отбалансированные. Вот грубая шлифовка, вот смотрите, видите? Все берется. Если мне нужно поострее его сделать, опять же угол делаю поменьше. Сильно не давлю. Вот смотрите. Как затачивать топоры, посмотрите видео по ссылке. Ну то есть вот, уголок побольше, будет побольше. Вот одел я вулканитовый, круг поменьше. Включаем. То есть здесь уже ножик не вот так будете держать, а вот так. То есть вот. Смотрите.
все точит. Это резина с алмазной крошкой. На другую сторону переходим. Ну, вполне острая. Ну, смотрите, видите. Убираем вулканит в сторону. Войлочный круг специально в пакете держу, чтобы никакая крошка на него вот это вот не попала от абразива. Потому что когда будете полировать что-нибудь, можно таких рисок наделать, и ваша полировка опять сойдет на ноль. Нужно будет делать все по новой. Вот. Одеваем вот такие вот шайбы. Одеваем наш войлок. Тут уже я вот специально прочертил под вот эту вот оправочку, чтобы не эллипсила шайба. Примерно сейчас попаду в этот размер, и все нормально будет. Затянули. Паста Гоя у меня же тут нанесена. То есть сейчас вот так же держим ножик. Вот таким образом. То есть по ходу круга. То есть ножик. Ни в коем случае не против шерсти. Вот так категорически нельзя. Как я уже говорил. Включаем. И работаем. Вот. Полировочка идет. И в другую сторону. Станок маленький, как я уже говорил. Круг все равно, он немножко войлочный, вот так вот. Поэтому придерживаю рукой. Ну вот ножик, в принципе, отполировался. Ну вот так как бы работают круги. Круги есть всевозможных марок. Есть, допустим, там вот 40-е зерно СМ1, то есть средний мягкий 1. Вот он пойдет для шлифовки, для грубой. Самое идеальное, как бы для, допустим, вот хотите какие-нибудь там заточить инструмент, сделать спуски на ноже, заточить топор. Это вот самый такой идеальный вариант. 40-е зерно. Хотите что-нибудь подточить инструмент. Вот, допустим, 25-й у меня камешек. То есть 25-е зерно. То есть оно уже помельче, оно уже для такой чистенькой шлифовочки. То есть вот ножик, он не сильно же тупой. Вот на нем идеально. Топор будете точить. Вот на этом мелком зерне. То есть вы замучитесь его точить. Потому что он будет снимать очень гладенько и очень помалу. Вот это вот грубое, вот это вот 40-е зерно я прошелся. Вот посмотрите. Как я уже говорил, это вот для доводочки инструмента такой вот. Для такой вот заточки. Ну вот, как бы так вот. И вот уже эти алмаз. Это тоже уже для доводки инструмента. И вот они, наши вулканитовые круги. Это уже буквально там тоже подточить немножко. Для грубой заточки уже не пойдет. Ну и вот для полировки. Это уже вот войлочный круг с пастой Гоя. Это уже полировать. Или инструменту придать кромке уже такое гладкое состояние. Шлифануть. Вот. Спасибо за внимание. До свидания.